Привет, друзья! Вы на канале Pop Music, меня зовут Владимир Исаев, и наверняка старожилы нашего канала помнят вот эту педаль. Это продукт нашей с компанией Ярасовым разработки совместной, это Ярасов Органика, эмулятор звучания разных гитар, использующих за основу звучание вашей гитары. Прекрасная вещь, посмотрите обзор вот здесь вот. И так вот, компания Muir позаимствовала, они, кажется, наши давние подписчики, позаимствовала идею и выпустила свой аналог. Это Tone Capture, и с помощью него вы можете эмулировать звучание любой гитары на вашей. Как же работает эта педаль? Она делает два импульса. Первый импульс гитары, которую вы хотите воспроизвести. Например, у вас есть классный стратокастер или акустика, но на концерте нецелесообразно носить две гитары. Так вот, вы сначала берете свой, страт, берете позицию, по которой вы особенно скучаете на концертах, например, между нековым синглом и средним датчиком, и делаете ее импульс на этой педали. Потом берете свой, инструмент с хамбакером, который вы берете на концерт, вы в нем уверены, и соответственно, вы делаете импульс этого хамбакера здесь же. И на концерте вы просто нажимаете на кнопочку, и ваша гитара с хамбакером становится гитарой с синглом. За основу нашего сегодняшнего ролика я взял бриджевый датчик на моем PRS Custom 24. Эмулировать мы будем положение между двумя синглами на страте ближе к неку и ближе к бриджу. Мы попробуем посмотреть, как будет звучать симулированный нековый датчик этой гитары по сравнению с бриджевым. Соответственно, можно ли сделать так. Попробуем симулировать акустику, попробуем симулировать классику, попробуем симулировать хамбакер на страт. А что, может быть и такой сценарий использования. И, конечно же, наверное, в конце попробуем заодно, я покажу, как это делается, потому что все остальные-то я импульсы подготовил заранее. Это, конечно, немножко долгий и сложный процесс. И, конечно, попробуем аж настроить, хамбакер на акустике. Сработает ли? Было бы классно. Так вот, первое, что я симулировал, я уже это чуть-чуть показал, это датчик между нековым синглом и средним синглом на страте. И давайте послушаем, сравним, как это звучит подряд в склеечке. Второе испытание, которое я подготовил в нашей маленькой педальке, это скопировать так называемое фанковое положение на стратокастере. То есть это положение между бриджевым синглом и средним синглом. Соответственно, моя гитара изначально на бридже, хамбакер, звучит так. Прямо скажем, не фанковый звук, не фанковый. А так. Угу. Кроме того, мы можем здесь же поиграться с настройками. Например, мы можем выровнять громкость между, выключенной педалью и включенной, благодаря громкости. Кроме того, мы можем использовать трехполосный эквалайзер с параметрической серединой, чтобы настроить, если нам, например, не нравится, как лезут здесь высокие или какая середина. То есть для каждого, к слову, в отдельности пресета, которых здесь 7, можно увидеть здесь по индикации, можно настроить свой собственный еще дополнительный эквалайзер, что тоже круто. Ну что ж, давай послушаем. Третий звук, и тут я попробую переключить звукосниматели. Соответственно, я скопировал нековый датчик и попробую включить его на бриджевом. Что получится из этого? Вот уж не знаю. Это бриджевый датчик.
это неквы. Ну, их легко можно услышать. Ну, в принципе, похоже. Давайте дальше. Перейдем к по-настоящему сложному. Попробуем скопировать звук акустической гитары. Я это уже сделал, но тем не менее склеечка со сравнением, естественно, будет. Мы подключили гитару в линию, и теперь у нас звук вот такой. А если мы включим импульс акустики, довольно убедительно. Следующий эксперимент — это попробовать снять capture нейлоновой гитары. Посмотрим, что получится. Ну, тут результат, возможно, немножко более спорный, потому что все-таки металлические струны. Тем не менее, довольно интересный и явно акустический звук. Ну, так давайте посмотрим в склеечке, как это звучит. А теперь представим следующую картину. У вас в целом попсовый гиг, на котором вы играете всю дорогу на гитаре с 3 синглами, но в одной песне нужно все-таки включить дисторшн и зажечь, но при этом, ну вы знаете, на синглах не настолько плотный вот этот вот чаг. Поэтому я сделал capture, собственно, моего хамбакера, и теперь все, посмотрим, как это работает в обратную сторону. Страт. Хамбакер. Ну что ж, явно мощнее звук. И, наконец, самое интересное. Давайте попробуем сделать capture вот этой гитары, электрогитары, и воспроизвести этот звук на акустике. И для этого я покажу, как, собственно, устроен здесь механизм снимания импульсов. Соответственно, нажимаю на кнопочку, видите, мигает 7-й огонечек. Соответственно, из всех пресетов у меня сейчас свободен только 7-й, и в него мы будем все записывать. Нужно удержать кнопку включения. И теперь огонечек горит красненьким, а значит, он готов принять source гитару, то есть гитару, которую мы хотим, звук, который мы хотим воспроизвести. Для того, чтобы он правильно снял все, нужно сначала поиграть аккордами, а потом поиграть по одной нотке. Итак, нажимаем кнопочку включения. Итак, вот сейчас вот с помощью нехитрых махинаций он как бы сохранил звучание стратокастера. Давайте возьмем акустику. Для этого
Замьючим гитару. Так. Стараемся ничего не разбить и ничего не уронить. Окей, включаем. Раз, готовы. Жмем на огонечек. Он загорается синим. А значит, теперь педаль готова принять звучание акустики. Она, возможно, сейчас звучит довольно странно, потому что она идет через электрогитарный усилитель. Итак, пытаемся. Возможно, сработало, возможно, нет. Сейчас мы это узнаем. Соответственно, чтобы сохранить, нужно еще раз нажать на лампочку. Теперь мигает, и сюда мы будем сохранять. Для этого удерживаем. Оп, сохранилось. Соответственно, вот. А вот уже и эмуляция стратокастера. Похоже, нет, решайте сами. Но вот так это работает. И давайте послушаем, как это звучит все с перегрузом теперь. Вот просто акустика. А теперь с эмуляцией. Так вот, оказывается, как гитарист Ваенги это делал. По-моему, получился достойный конкурент у Муира для нашего Ярасова органика. И, надеюсь, в следующих итерациях они подвезут нам эмуляцию 12-струнки и бас-гитары. И сделают это, возможно, не только на 1 апреля. А как вам понравилась эта педаль? Оставляйте свои комментарии внизу под этим видео и, конечно же, ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч! Ладно, поехали. А мы что делаем? Tone Capture. Говорим и играем. Просто не обращай внимания на то, что происходит. Нужно удержать кнопку включения. Ой, подожди, экспозиция. Нужно удержать кнопку включения. Удержать профессионализм. Вот, а 1/3... Неудержимый профессионализм. Запись пошла. Давайте.